Здравствуйте, дорогие мои зрители! Меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами более подробно рассмотрим, что такое правильное питание, с чего начать. Это будет самый подробный инструктаж по переходу на правильное питание. Наверняка вы неоднократно слышали такое выражение «мы – это то, что мы едим». И вы не поверите, это действительно так. Выбор продуктов напрямую влияет на наше здоровье. Любая пища является источником стройматериалов для наших клеток, тканей и органов. Еда обеспечивает жизнедеятельность организма, дает нам энергию и даже влияет на наше настроение. И именно поэтому правильное питание – это одно из важнейших условий нашего хорошего самочувствия и здорового образа жизни. О переходе на правильное питание стоит задуматься тем, кто хочет похудеть и избавиться от лишнего веса, тем, кто просто решил встать на путь здорового образа жизни, те люди, кто занимается спортом и хочет поддержать себя в хорошей физической форме. А особенно кому стоит задуматься о переходе на правильное питание, это те люди, которые хотят избежать возможных проблем со здоровьем, либо те, которые уже имеют проблемы со здоровьем, вызванные неправильным питанием и должен следовать разумной диете. Например, заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистые заболевания – это проблемы с сердцем, проблемы с сосудами, с давлением, сахарный диабет. Да много заболеваний, которые связаны с неправильным питанием. Дорогие мои, для того, чтобы сохранить свое здоровье, приобщайте себя и свою семью к здоровым привычкам. Самое удивительное, что наиболее частой причиной перехода на правильное питание является банальное желание похудеть, а не здоровье. По данным статистики, 54% мужчин и 59% женщин в России страдают лишним весом. Чаще всего причиной избыточного веса являются следствием плохих пищевых привычек, нарушения режима питания, неограниченное употребление высококалорийных продуктов и низкая физическая активность. Причем лишний вес – это не просто вопрос эстетики и красоты, это вопрос здоровья и нормальной жизнедеятельности всех органов нашего тела. Сейчас я вам приведу общие универсальные правила, они подходят практически для каждого человека. В дальнейшем вы всегда сможете оптимизировать свой рацион, исходя из особенностей своего организма и опыта потребления тех или иных продуктов. Итак, первый этап. Самый первый шаг к правильному питанию, первое, что вы должны сделать, это исключить из своего меню так называемый пищевой мусор, а именно, первое, что мы исключаем, это сахар и сахаросодержащие продукты. Чай, кофе мы можем пить с сахарозаменителем, а десерты делать на основе не сахара, а фруктозы. Вторая категория, которую мы выключаем из нашего рациона, это белая выпечка и белые мучные изделия. Вместо них у нас будут ягоды и фрукты. Почти полностью исключаем из нашего рациона колбасу, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты. Если что-то очень хочется из вышеуказанного, смотрите энергетическую ценность на этикетке от производителя. Содержание жиров на 100 грамм готового продукта должно быть не более 15 единиц, а углеводов не более 12. Альтернатива колбасе и колбасным изделиям, а также полуфабрикатам идет вареное мясо, либо запеченное в духовке. Также практически полностью исключаем фастфуд. Смотрим от производителя количество жиров и количество углеводов на 100 грамм. Убираем из рациона снеки и чипсы. Это однозначно нельзя. Многие считают пищевым мусором майонез, но я с этим не совсем согласна. Объясню почему. Обратите внимание на процент жирности в майонезе и обратите внимание на процент жирности в сливочном масле. Для приготовления бутербродов я, конечно же, возьму чайную ложечку майонеза. Сливочное масло по сравнению с майонезом будет более жирное. Но приготовление салатов на основе майонеза категорически запрещено. Точно так же мы смотрим энергетическую ценность любых соусов. Углеводов должно быть не более 12 единиц на 100 грамм. Включаем в рацион правильного питания обезжиренную сметану, горчицу, хрен, сок лимона. Также подбираем себе в рацион соки. Количество углеводов на 100 грамм готового продукта должно быть не более 12 единиц. При правильном питании запрещено пить любую газированную воду, включая минеральную. Объясню почему. В газированной воде содержится определенное количество углекислоты. В зависимости от степени газирования углекислота оказывает не самое благоприятное влияние на организм человека, желающего похудеть.
Углекислота, попадая в организм человека, способна провоцировать повышенное газообразование, изжогу, отрыжку. Также, попадая в желудок, углекислота в виде пузырьков производит растягивающее действие на стенке желудка, снижает тактильность рецепторов, сигнализирующих о насыщении, поэтому организм дает команду есть больше, чем положено, стимулируя тем самым аппетит. Углекислота способна усиливать секрецию желудка, что при дробном питании может привести к заболеванию гастритом, колитом или образованием язв. Поэтому все газированные напитки мы с вами заменим морсами и компотами, которые будут готовиться на фруктозе. Продукты, которые мы исключаем из нашего рациона, они фактически никакой пользы нашему организму не приносят. Зачастую это высококалорийные продукты, которые очень быстро откладываются в жир. Мало того, большая часть этих продуктов не насыщает организм, поэтому вы будете постоянно чувствовать голод и съедать лишнюю норму еды. Очистив свой рацион от этой группы продуктов, вы уже сделаете огромный шаг к правильному питанию и похудению. Второй шаг к правильному питанию – это исключить алкогольные напитки. Согласно исследованиям, алкоголь действует на рецепторы нашего мозга, которые отвечают за наш аппетит. Даже небольшая доза алкоголя нередко провоцирует пищевой срыв, когда вы из-за потери контроля начинаете сметать полезные и неполезные продукты в больших количествах. А еще алкоголь задерживает воду, поэтому на следующий день на весах вы фактически гарантированно увидите привес, что очень вас демотивирует. Также алкоголь замедляет обмен веществ, поэтому процессы похудения в вашем организме будут проходить с более низкой скоростью. И очень часто алкогольные напитки идут в комплекте с закусками и снеками, которые добавляют вам лишних калорий. Но некрепкие алкогольные напитки нельзя отнести к высококалорийным продуктам. В 100 мл сухого красного вина содержится всего лишь 80 килокалорий, а в 100 мл светлого пива всего лишь 45. Для сравнения, в крепкой водке уже 230 килокалорий на 100 грамм. Поэтому есть люди на правильном питании, которые позволяют себе бокал сухого вина или стакан пива раз в неделю без ущерба для похудения. Но вы, дорогие мои телезрители, должны помнить, что в первый месяц перехода на правильное питание вы наиболее уязвимые. Пищевые привычки еще не устаканились, а риск срыва очень высок. Поэтому лучше избегать продуктов-провокаторов. Алкоголь как раз из таких. Третий шаг на пути к правильному питанию – это наладить питьевой режим, или, проще говоря, начать пить воду. Это очень эффективный шаг для похудения. Во-первых, вода участвует практически во всех биохимических процессах в организме, в том числе и в расщеплении жира. Во-вторых, вода подавляет аппетит и не позволяет съесть лишнего. Польза воды в процессе похудения неоценима, при этом ее энергетическая ценность – 0 калорий. К сожалению, мы часто забываем выпивать вовремя воду. Ставьте будильник-напоминалку. Сразу вопрос, а почему надо пить именно воду? Конечно же, вы можете пить тот напиток, который любите. Просто имейте в виду, для того, чтобы поддерживать водный баланс, нужна именно вода, а прочие напитки могут давать и другие эффекты, не всегда желательные для вас. Возьмем, к примеру, зеленый чай. Это прекрасный тонизирующий напиток, но обладает возбуждающим и мочегонным действием. Теперь берем соки. Многие считают, что это питье, а на самом деле их надо отнести скорее к еде. Теперь имбирный чай. Вкусный согревающий зимний напиток, который провоцирует выработку желудочного сока, а это возбуждает аппетит. Вкусный ароматный кофе оказывает возбуждающее действие и имеет мочегонный эффект. Ну а про газированные напитки мы с вами только что проговорили. Теперь давайте с вами рассмотрим, сколько же надо пить воды. Очень часто специалисты говорят о том, что в среднем надо выпивать 2 литра воды или 8 стаканов. Но это очень усредненные цифры. Индивидуальная норма потребления воды зависит от веса, от физической активности, от температуры окружающего воздуха. Когда жарко, мы воды пьем больше. Факторы второго ряда – это особенности питания, было ли употребление алкоголя. Также необходимо учитывать интенсивность дневных нагрузок. У женщин беременность и грудное вскармливание. Индивидуальная норма потребления воды также зависит от приема ряда препаратов.
Общая формула расчета потребления воды выглядит так. Для мужчин вес тела мы умножаем на 35, для женщин на 31. То есть женщина с массой тела 60 кг должна выпивать в день примерно 1900 мл воды. Ну а если вы тренируетесь, то объем воды, нужный во время тренировки, рассчитывается отдельно. Для этого время тренировки в часах умножаем для женщин на 400, а для мужчин на 600. Получается количество дополнительной воды в миллилитрах, которую надо выпить в день тренировки. По последним данным, употребление пол-литра воды может ускорить метаболизм на 30%, правда на некоторое время. А 2 литра воды в день могут дополнительно сжечь 96 килокалорий. Это не так много, но существенно для тех, кто хочет снизить вес. По некоторым данным исследований, если люди во время похудения пили 500 мл воды перед едой, то в течение 3 месяцев они теряли на 44% больше веса, чем те, кто этого не делал. Всегда старайтесь держать при себе бутылочку воды на работе или дома. Шаг 4 к правильному образу жизни – это наладить режим питания. Этот шаг самый сложный, но и самый важный. Чтобы не сбиваться, на первое время ставьте будильник. Именно на этом этапе многие спотыкаются, либо бросают идею правильного питания, либо скатываются в жесткие диеты. Распределение белков, углеводов и жиров мы будем рассматривать в следующих передачах. А сейчас мы рассмотрим общий режим питания. Время указано условно, корректируйте его под себя. В 7 утра полноценный завтрак, сложные углеводы и немного белка. В 10 утра первый перекус. В час дня полноценный обед, состоящий из 3 блюд, первое, второе, гарнир и салат. В конце обеда выпиваем обязательно компот или сок. Второй перекус в 4 часа, это должно быть что-то легкое. В 7 часов ужин, чаще это овощи и рыба. И не позднее 9 вечера последний легкий перекус. Самый важный момент правильного питания – это питаться каждые 3 часа небольшими порциями 200-250 грамм. Это значит, что вы не делаете больших перерывов между едой, вы не забываете про завтрак, завтрак должен быть в течение часа после пробуждения. Также вы прекращаете себя морить голодом между основными приемами пищи, а делаете питательные перекусы. Вы забываете про правило не есть после 6 и всегда ужинаете. Пропуски завтраков, скудные обеды, отмены ужинов замедлят обмен веществ и с вероятностью 99% приведут вас к пищевому срыву. При этом ваш завтрак, обед и ужин должны быть полноценными приемами пищи. И больше никаких кофе с печенюшкой или кефир с яблочком. Более подробнее о меню я буду рассказывать в следующих передачах. А на первом этапе перехода к правильному питанию приучите себя к правильному и сбалансированному режиму питания примерно каждые 3 часа. Перерыв между приемами пищи не должен превышать больше 4 часов. Такое питание увеличит обмен веществ, ускорит процесс похудения, а также обеспечит организм необходимой энергией и питательными веществами. Вы перестанете быть постоянно голодными и прекратите жить с ощущением, что вы на диете. Если вы хотите не просто похудеть, а сохранить полученный результат и поддерживать его в течение жизни, то вам нужно запомнить еще один важнейший принцип правильного питания. Правильное питание должно стать частью вашей жизни, а не краткосрочным этапом для похудения. Ваш организм отблагодарит вас не только стройным телом, но и крепким здоровьем. Ну а я с вами буду прощаться. С вами была Наталья. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Обязательно отвечу. До новых встреч. Пока-пока.